Два питбуля ворвались в больницу, вызвав хаос и страх в зале ожидания. Но то, что сделал персонал после этого, лишило всех дара речи. Обычный день в больнице Святого Луки в Пенсильвании превратился в хаос, когда два сильных питбуля ворвались во входные двери. Пациенты и персонал были шокированы, когда собаки вошли в вестибюль, высунув языки и виляя хвостами. Люди ахнули и закричали, быстро расступаясь. Сара, администратор, чуть не уронила свою кружку с кофе, глядя на них в недоумении. Питбули, казалось, не замечали переполоха, который они вызывали. Они с любопытством обнюхивали все вокруг, продолжая вилять хвостами, пока осматривали вестибюль. Доктор Томпсон, директор больницы, только что вышел из лифта, когда заметил неожиданных посетителей. Его первым побуждением было вызвать охрану, но что-то заставило его остановиться. Эти собаки не выглядели агрессивными или злыми, они выглядели потерянными. Более крупный пес с коричневыми и черными полосками подошел к столу Сары и положил лапы на столешницу. Его коричневый компаньон сидел рядом с ним, постукивая хвостом по полу. Женщина была шокирована и посмотрела на директора больницы, спрашивая указаний. Должна ли она прогнать их? Должна ли она была позвонить в службу контроля за животными? Но доктор Томпсон осторожно подошел к ней, тихо говоря. «Теперь полегче», — сказал он, медленно протягивая руку. Полосатый питбуль наклонил голову, глядя на доктора, словно прося о помощи. Он понял, что их спокойное поведение означает, что они привыкли к людям. Значит, они не были бездомными, и поскольку они были ухожены и накормлены, они должны были кому-то принадлежать. Но как они попали сюда, и где были их хозяева? В этот момент прибежала запыхавшаяся сестра Дженни. «Доктор Томпсон!» — воскликнула она. «У нас наверху проблема. Тимми сказал, что не приступит к операции, пока не увидит своих собак в последний раз». Тимми несколько дней пролежал в больнице, восстанавливаясь после автомобильной аварии, в результате которой он не мог ходить, и ему потребовалась небольшая операция на ноге. Однажды днем он шел домой из школы по пешеходному переходу, который переходил ежедневно. Сигнал светофора был включен, и Тимми начал переходить дорогу, но водитель, отвлекшийся на свой телефон, не смог остановиться на красный свет. Тимми услышал визг шин и застыл от страха. Следующее, что он осознал, это то, что он лежит на земле, ощущая жгучую боль в ногах. Прохожие бросились на помощь, немедленно вызвав 911. Скорая помощь прибыла через несколько минут, ее сирены пронзали воздух. Парамедики сработали быстро, стабилизировав состояние мальчика и уложив его на заднюю панель. На обратном пути в больницу парамедики нашли в рюкзаке школьное удостоверение Тимми, в котором была указана его контактная информация для экстренной помощи. По прибытии сотрудники больницы немедленно позвонили по указанному номеру. У миссис Андерсон был напряженный рабочий день, когда зазвонил ее телефон. На дисплее высветился номер больницы Святого Луки, расположенной всего в нескольких кварталах от их дома. Ее сердце бешено колотилось, когда она ответила, опасаясь худшего. «Миссис Андерсон?» «С вашим сыном Тимми произошел несчастный случай», — спокойно сказала медсестра Дженни. Мир, казалось, остановился для миссис Андерсон. Она вцепилась в стол так, что побелели костяшки пальцев. «С ней все в порядке?» — сумела она спросить, понизив голос почти до шепота. «Его состояние стабильно, но врач обнаружил, что у него перелом ноги, и нам нужна операция, чтобы зафиксировать ногу, прежде чем он сможет нормально ходить. Нам нужно, чтобы вы немедленно приехали в больницу». Миссис Андерсон поспешила в больницу, чувствуя себя ошеломленной. Когда она приехала, доктор Томпсон сказал ей, что Тимми, переходившего улицу, сбила машина. По словам доктора Томпсона, ему повезло. Могло быть гораздо хуже, но ему понадобится операция, чтобы вправить сломанную кость в ноге. Следующие несколько дней миссис Андерсон оставалась рядом с Тимми в больнице.
Она спала на неудобном стуле рядом с его кроватью, выходя домой только для того, чтобы быстро принять душ или переодеться. Она наблюдала за восходом солнца из окна больницы, тихо молясь о том, чтобы Тимми выздоровел. Весь персонал предполагал, что она была единственной семьей, которая была у маленького мальчика, но, похоже, у Тимми дома были еще 2 пушистых братьев и сестер, и они не могли дождаться, когда увидят его. Доктор Томпсон вспомнил, как Тимми упоминал о своих любимых питбулях во время вчерашней консультации. Мальчик с гордостью показывал ему фотографии, сделанные на телефоне его матери, указывая на характерные коричневые и черные полоски Нера и чисто коричневую шерсть Эммы. Внезапно вспомнив об этом, доктор Томпсон посмотрел на собак и сказал: «Нера? Эмма?» Собаки навострили уши, услышав свои имена, и они начали вилять хвостами еще сильнее. Доктор Томпсон рассмеялся, не веря своим ушам. Эти умные щенки сами нашли дорогу сюда. Сестра Дженни уже разговаривала по телефону с сестрой Марией в педиатрическом отделении. «Вы не поверите», — взволнованно сказала она, — «но собаки Тимми здесь. Они каким-то образом добрались до больницы». Миссис Андерсон услышала телефонный разговор и выбежала в вестибюль. Ее глаза расширились от изумления. «Нера, Эмма, как же вы сюда попали?» — воскликнула она, опускаясь на колени, чтобы обнять взволнованных собак. Доктор Томпсон повернулся к миссис Андерсон, удивленно нахмурив брови. «Миссис Андерсон, вы оставили их на парковке?» Она покачала головой, продолжая гладить собак по шерсти. «Нет, я оставила их дома. Я не понимаю, как они нашли это место». «Это замечательно», — размышлял доктор Томпсон, наблюдая за встречей. «Должно быть, они каким-то образом учуяли ваш запах и последовали за вами сюда». Глаза миссис Андерсон наполнились слезами. «Я ходила туда-сюда несколько дней. Они, должно быть, почувствовали, что что-то не так, но смогли самостоятельно найти дорогу сюда». Ее голос замер в изумлении. Доктор Томпсон кивнула, не менее удивленная. «Связь между животными и людьми не перестает меня удивлять. Эти собаки бродят по оживленным улицам и незнакомой территории, чтобы найти Тимми». «Это невероятно», — согласилась миссис Андерсон, вытирая глаза. «Я слышал истории о собаках, которые находят дорогу издалека, но никогда не думал, что сам стану свидетелем чего-то подобного». Когда волнение улеглось, доктор Томпсон быстро поговорил с медсестрой Дженни и начальником службы безопасности больницы. «Эти собаки каким-то образом нашли дорогу сюда», — сказал он. «Я думаю, они могут сделать для мальчика что-то особенное». Медсестра Дженни с готовностью кивнула, увидев, что они могут поднять ему настроение перед операцией. Начальник службы безопасности выглядел обеспокоенным, но приносить животных в больницу запрещено правилами. Доктор Томпсон поднял руку. «Я понимаю, что это рискованно, но эти собаки казались хорошо воспитанными. Давайте сначала спросим мистера Андерсона и получим ее разрешение». Он объяснил ситуацию, и миссис Андерсон со слезами на глазах согласилась. «Эти собаки значат для Тимми все», — сказала она. «Возможно, это как раз то, что ему нужно». С ее разрешения доктор Томпсон поговорил с администратором больницы и объяснил уникальную ситуацию. После некоторого обсуждения они согласились разрешить посещение под наблюдением врача. Подготовка началась немедленно. Больница согласилась вызвать ветеринара для осмотра собак, чтобы убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы находиться в стерильных условиях. Доктор Томпсон быстро позвонила в местную ветеринарную клинику. «Доктор Мартинес, у нас здесь, в больнице Святого Луки, необычная ситуация. Не могли бы вы немедленно приехать, чтобы осмотреть 2 питбулей?» Через 30 минут приехала ветеринар с ее аптечкой. Она тщательно осмотрела Неро и Эмму, проверяя их здоровье и темперамент. По ее словам, у этих собак отличное самочувствие, и они кажутся очень хорошо обученными. Я бы сказал, что они безопасны для пациентов, но, конечно, под пристальным наблюдением. Тем временем сестра Мария сказала, что у нее есть сюрприз, который может его развеселить. «Что это за сюрприз?» –
спросил Тимми тихим и усталым голосом. Сестра Мария тепло улыбнулась. «Очень скоро вы все увидите. Я думаю, вам это понравится». Доктор Томпсон и медсестра Дженни осторожно вели Нера и Эмму по больничным коридорам. Персонал и пациенты с изумлением наблюдали, как собаки спокойно шли рядом с ними. Некоторые люди были шокированы невероятным поведением двух питбулей и похвалили их за хорошее поведение. Они добрались до небольшого дворика рядом с отделением Тимми, выбранного из-за открытого пространства и свежего воздуха. Медсестра Мария вывезла мальчика, и его глаза расширились, когда он увидел знакомые мохнатые мордочки. Осознавая потенциальный риск, доктор Томпсон и медсестра Мария держали питбулей на безопасном расстоянии от его инвалидной коляски. Однако собаки, казалось, поняли, что их маленькому хозяину сейчас нужна нежность, и просто сели рядом с ним, от счастья постукивая хвостами по земле. Это неожиданное воссоединение вселило надежду в трудное выздоровление Тимми. Невероятное путешествие питбулей в поисках своего молодого хозяина не только удивило персонал больницы, но и напомнило всем об особой связи между людьми и их верными компаньонами. Миссис Андерсон смахнула слезу, улыбнувшись доктору Томпсону. «Спасибо, что разрешили. Я думаю, что с Тимми все в порядке, и он готов к операции». Доктор улыбнулся в ответ. «Мы начнем операцию в течение часа. Я обещаю, что мы будем прекрасно о нем заботиться». Когда Тимми отвезли обратно в палату, чтобы подготовить к операции, Нера и Эмма тихо заскулили, предчувствуя предстоящую разлуку. Доктор Томпсон опустился на колени рядом с ними и мягко заговорил. «Не волнуйтесь, вы скоро снова его увидите». Миссис Андерсон проводила Тимми в предоперационную, держа его за руку, пока анестезиолог объяснял процедуру. Все еще воодушевленный визитом своих любимых собак, мальчик храбро кивнул. «Я готов», — сказал он тихим, но решительным голосом. В операционной доктор Томпсон и его команда тщательно работали над восстановлением сломанной ноги Тимми. Операция длилась несколько часов, миссис Андерсон с тревогой ждала снаружи, утешая Нера и Эмму, которым было разрешено остаться в соседнем дворе под присмотром добросердечного волонтера. Наконец доктор Томпсон вышел из операционной, усталый, но улыбающийся. Он объявил, что операция прошла успешно. Тимми держался молодцом. Сейчас он идет на поправку и скоро должен проснуться. Миссис Андерсон расплакалась от облегчения и обняла доктора. «Спасибо вам. Огромное спасибо», — сказала она. Ее голос прерывался от волнения. Когда Тимми перевезли в послеоперационную палату, Нера и Эмма, казалось, почувствовали перемену в атмосфере. Они выпрямились и навострили уши. В течение следующих нескольких дней Тимми начал выздоравливать по-настоящему. Персонал больницы, тронутый преданностью собаки, вместе с миссис Андерсон перевели маленького мальчика в отдельную палату, чтобы Нера и Эмма могли навещать его. Присутствие собаки оказало неожиданное влияние не только на выздоровление Тимми, но и на многих других пациентов. Дети, которые были замкнуты в себе или не поддавались лечению, стали с нетерпением ждать визитов Нера и Эммы. Доктор Томпсон, впечатленный положительным воздействием, обратился к миссис Андерсон с идеей: «Что бы вы подумали о том, чтобы Нера и Эмма стали собаками-терапевтами в больнице?» Он спросил. «Похоже, у них природный талант к этому». Глаза миссис Андерсон загорелись. «Это замечательная идея, но как бы мы это организовали?» «Мы можем сотрудничать с местной программой дрессировки собак-терапевтов», объяснил доктор Томпсон. «Они могли бы получить официальный сертификат и регулярно посещать больницу, чтобы помогать другим пациентам, точно так же, как они помогали Тимми». По мере приближения даты выписки Тимми началась подготовка к новой роли собаки. Они прошли обучение и получили сертификат. В тот день, когда мальчик был готов отправиться домой, все педиатрическое отделение собралось, чтобы попрощаться с ним и поблагодарить за то, что он поделился своими замечательными собаками. Тимми,
который теперь мог передвигаться на костылях, крепко обнял своих пушистых друзей. «Вы поможете стольким детям», — гордо сказал он, — «так же, как помогли мне». Когда они подъехали к дому, сердце Тимми наполнилось любовью и гордостью. Несчастный случай с ним был страшным, но он показал истинных героев в его жизни, его верных, любящих собак, которые превратили болезненный опыт в прекрасное начало новой жизни для многих. Ваши пушистые друзья когда-нибудь удивляли вас своим умом или преданностью? Поделитесь своими историями в комментариях ниже и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить еще больше удивительных историй о том, на что способны животные.